Отношения между Тегераном и Москвой, они развиваются в разнообразных направлениях. Они, значит, имеют прогрессивный характер, и они являются привилегированными. Тегеран и Москва во всех переговорах, которые проходили под эгидой групп стран, поддерживающих Сирию, и которые проходили в Вене, Тегеран и Москва очень активно присутствовали. И мы будем продолжать свою поддержку, окажем Сирии свою поддержку в нескольких аспектах. И Иран и Россия будут поддерживать Сирию перед теми угрозами, которые стоят перед Сирией. Вопросы, связанные с гуманитарной, вопрос гуманитарный тоже находится в фокусе внимания наших двух стран, и в частности вопросы, связанные с беженцами. И мы считаем, что для реализации венских, а также нью-йоркских договоренностей, конечно же, очень важной составляющей является воля тех или иных стран. И соседи Сирии, конечно, они должны очень внимательно контролировать свои границы. Если иностранные террористы не входили бы в Сирию через некоторые границы, я хочу сказать, что безопасность в очень краткосрочной перспективе будет обеспечена и будет установлена в Сирии. Заход террористов в эту страну, а также поддержка, которую им оказывали некоторые страны, это привели к усложнению ситуации. Одно из политических последствий этого дела заключается в том, что сегодня разделить оппозиционеров от террористов стало сложным делом. По этой же причине некоторые страны прикладывают усилия к тому, чтобы надеть на этих террористов новую маску и представить их в качестве политических оппозиционеров, и в пятницу на переговорах посадить их за стол переговоров. Тегеран и Москва очень решительно поддерживают политическое урегулирование в Сирии. Мы поддерживаем усилия господина де Мистуры, представителя генерального секретаря ООН, за то, что он старается наладить политический диалог между сирийцами. Мы его усилия поддерживаем. И мы испытываем оптимизм по отношению к тем переговорам, межсирийским переговорам, которые в пятницу начнутся в Женеве. Поэтому одновременно с этим политическим процессом, конечно же, надо вести борьбу, очень серьезную борьбу с терроризмом в самой Сирии. Тегеран и Москва тоже поддерживают усилия ООН для политического урегулирования йеменского вопроса. Мы считаем, что надо приостановить военные нападения на угнетенный народ Йемена. Я хочу сказать, что поведение Саудовской Аравии и то, что Саудовская Аравия сейчас испытывает некую растерянность, как раз это приводит к усложнению ситуации в Йемене. Приостановление нападения на Йемен со стороны Саудовской Аравии, это как раз и в пользу Саудовской Аравии, в пользу внутренних сторон Йемена, а также в пользу региона, а также и в пользу международного сообщества. Конечно же, гуманитарный вопрос является жизненно важным, очень основательным и первоочередным вопросом. И этот вопрос надо обязательно, так сказать, этим вопросом заняться для того, чтобы сломать эту гуманитарную блокаду, которая сейчас присутствует против Йемена. Что касается Саудовской Аравии, то я хочу сказать, что мы не приветствуем создание напряженностей в регионе. И призываем Саудовскую Аравию к тому, чтобы приостановить свои провокационные действия, а также действия, которые приводят к созданию напряженности.